глядя в окно, создается впечатление, что очень хорошая погода. Солнце, не облачко вообще, но это пока не посмотришь на термометр. 26 градусов практически. Практически 26 градусов мороза. И причем ночью было до 27 доходило. Сейчас солнце встало, еще потеплело. Мы планировали выезд на 12 часов дня, но учитывая такой мороз, я решил перенести на час дня, на 13 часов, чтобы солнце встало, немножко хоть потеплее стало, хотя бы там до 20 градусов. Учитывая то, что штиль, в принципе, нормально. На солнце в горах будет хорошо, но вот сейчас здесь выезжать, все замерзнет. Поэтому нужно одеваться потеплее. Лучше в горах там раздеться, покататься, потом опять одеться. Но к вечеру опять же мороз, но на завтра он уже спадает. Поэтому осталось всего перетерпеть день. И сегодня у меня выезд не на горном снегоходе, а на утиле. Изначально это должен быть Expedition SE 900 Ace, не турбо. Но выяснилось, что поедем мы сегодня на Lynx Commander 900. Ну, я думаю, сейчас вы все увидите буквально через 3, 2, 1. Замечательная погода. Всего лишь прошло час, где-то час-полтора. И с минус 25 на 20 поднялась температура. На каком же утиле я поеду? На каком утиле? На этом? Нет, на этом я позавчера уже съездил. Спасибо. Приводной вал минус. Поеду на Lynx Commander 900. Четырехтактная 900-ка, не турбо. Обычный двигатель. И я считаю, что это самый лучший двигатель для утиля. Потому как ест мало, едет достойно. Кому нужно валить, там, конечно, 900 Ace Turbo, либо 850 E-Tech. Но расходы уже немножко другие. А задачи у этих снегоходов утилитарные. Соответственно, нужно, чтобы эксплуатационные расходы были минимальные. И расход бензина здесь составляет большую часть. Такие дела. Комплектация Limited. Кофр, всякие ништячки. Но об этом чуть попозже. Уже установлены такие вот защитные вещи. Я на нем ездил весной в марте. Есть отдельное видео. Если не забуду, ссылочку в описании оставлю, где я всю линейку командеров тестировал, катался, рассказывал про нее. И технические подробности можно посмотреть там. Сейчас же мы поедем на нем посмотреть и катнуть уже в наших условиях. Конечно, в ручьи и в крутые склоны на такой махине мы не поедем, это однозначно. Но проедем по основным местам здесь, в Приисковом. И я покажу не только, как этот снегоход едет здесь, но и места, в которые можно заехать на таких снегоходах. На таких очень хороших снегоходах и надежных. Ладно, поехали.
ребята, Linz Commander на горе Трансваальская. Это наша учебная горка, кстати. Тяжело, но заехал. На полном газу, в спорт-моде можно заехать. Но нужно понимать, что сейчас, конечно, не свежий снег. Он уже уплотнился благодаря морозам. И снегоходу легче ехать. И плюс еще есть ратрачка, по которой я сюда заехал. Свежий снег, на нем сюда не заедешь. Это первая локация на сегодняшний день. Всего я сегодня планирую посетить на этом утилитарном снегоходе 3 локации. Первая локация — это вот гора Трансваальская, как мы ее называем, Трансвааль. Учебный склончик, небольшой, с переменным уклоном. Сюда ходит ратрак, можно спокойно доехать хоть на чем. И отсюда открывается просто замечательный вид на горы, на Ивановские озера. И следующая локация, я хочу съездить на нем на Ивановские озера. Туда уже ратрак не ходит, туда пробит путик, но я думаю, что мы доедем. В принципе, едет он хорошо. И третья локация — это перевал. Конечно, виды оттуда потрясающие. Это 3 основные локации, на которые можно без проблем доехать на утилитарном снегоходе. Теперь, что касается самого снегохода. Я уже говорил раньше, что катался на нем. В принципе, мне аппарат понятен. Ну, как понятен, я их не эксплуатирую, я лишь могу вот поделиться первыми эмоциями. На нем едешь, как, я не знаю, как на машине. Горник — это такой спортивный снаряд, ты на нем там постоянно прыгаешь, работаешь. Здесь ты едешь и расслабляешься. Руль очень легкий, он очень комфортный, он проглатывает все вот эти неровности, ратрачки. Ну, конечно, вес чувствуется, когда едешь в гору, чувствуется, что ему тяжело вести этот вес. Наверное, турбовый снегоход поедет веселее. Ну, как, наверное, я на нем ездил, он едет веселее, но не так, как горник. Конечно, до сегменту горников, утилитарному сегменту очень далеко. Но как активный отдых, ехать не одному, как я сегодня с пассажиром, очень хорошо и комфортно. Особенно, когда вот такая хорошая погода. Кстати, утром выезжали, было около минус 20. Здесь, я не знаю, градусов там 5-7. Очень жарко. Я не взял солнечные очки, поэтому сейчас страдаю из-за этого. Ладно, хватит разговоров. Поехали на Ивановские озера. О, даже на этом аппарате можно немножко погонять. Конечно, вес сказывается, лошадей не хватает, трак не тот, но тем не менее. Мы на Ивановских озерах. Посмотрите, как здесь красиво. Это скалы. Здесь всего 4 озера. Мы находимся на нижнем, на самом большом. Там сверху еще одно озеро. И, кстати, сейчас вот не видно, но где солнце, там замерзший водопад. Я обязательно оставлю ссылочку на видео летнее, вернее осеннее, где я снимал это все с квадрокоптера, чтобы вы посмотрели. Там верхнее озеро, еще одно вверху там, и на въезде сюда тоже небольшое озеро. Они сейчас все под снегом, видно только самое большое.
И сюда обязательно нужно съездить. Это местная достопримечательность. Здесь очень красиво. Мы на снегоходах, на горниках ездим сюда очень редко, потому как, ну, это близко. Всего там около 7-8 километров до сюда ехать. И здесь мало мест. То есть приезжаешь сюда буквально час-два, тут можно все поискатать. Но, тем не менее, есть склончики, есть ручейки. Здесь 2 ручья нормальных, которые можно покатать. Они небольшие, короткие, но, ну, тем не менее, можно, когда большой снег, здесь хорошо катнуть. Но для утиля здесь просто рай. Нет больших подъемов, нет каких-то сложных мест, спокойно можно доехать. Тем более вот на таком я сейчас ездил, даже приходилось ехать потихонечку в гору, он тянет. Конечно, в пухляке ему очень тяжело, только ходом на полную. Вот. Но большой плюс этого снегохода, этой подвески, то что, вот посмотрите, у нее сзади подламывается трак, чтобы можно было назад сдавать. Когда я еду вперед, вижу, что снегоход не тянет, останавливаюсь, включаю заднюю, потихонечку сдаю назад. На горнике такое невозможно. Ну, конечно, горник в такие горки едет там на полгаза спокойно. Ну, в общем, Ивановские озера посмотрели, полюбовались, попили чаю. И можно ехать дальше. Особо тут делать нечего. Поехали. Ну и третья точка нашего сегодняшнего маршрута — это перевал. Одна из самых высоких точек. За нами дальше там открывается Кузнецкий Алатау, непосредственно цирк. Кстати, можно туда дальше сегодня и спуститься, съездить, раз уж на перевал заехали. Это вот как раз в рацию ребята, группа, которая катается за перевалом. Это 3 основные локации, на которые можно доехать даже на утилитарном снегоходе. Горник не потребуется, но только в хорошую погоду. Конечно, в снегопад, когда много свежего снега, на утиле вы дальше беседки не доедете. Будете рыть прямо на ратрачке, если ратрак не проехал. Ну а в такую вот погоду можно замечательно провести время и покататься здесь на утилитарном снегоходе. Конечно, горный снегоход — это совершенно другая тема. Мне вот уже, я сейчас несколько часов всего на утиле, и хочется газануть уже на горнике. Но тут, как говорится, каждому свое. Конечно, я сегодня на нем не стал жестить и не поехал в сложные места. Я не хочу откапывать этот бетонный блок. И я предполагаю, что если его засадить куда-нибудь в ручей, то доставать его будет очень сложно. Поэтому я ехал очень аккуратно, старался выбирать такие легкие места без затяжных подъемов, укатанный, ратрачка, либо путик. Вот. Ну и другой момент, что это новый снегоход, чужой снегоход, не мой, и мне не хотелось его повредить. Кстати, спасибо BRP-центру Тайфун, Абакан, Хакасия за предоставленный на тест снегоход. Я думаю, что это будет традицией, и это не последний снегоход, который предоставили мне на тест. И я с удовольствием возьму еще утилитарный Expedition Extreme, если будет. На Extreme так вообще можно в горы поехать наравне с горником. В общем, хороший день, хорошая погода, несмотря на морозец. Здесь достаточно комфортно. Покатался я на новом для себя аппарате. В Приисковом я ни разу не ездил на утиле. Ездил на скандике на эвакуацию, но это другая тема.
Ставьте палец вверх, подписывайтесь, если вы еще до сих пор не подписаны. И обязательно напишите в комментариях нормальный формат видео, вот когда я беру что-то другое отличное от горника и выезжаю вот на какой-то маршрут. Или, быть может, нужно было съездить в маршрут посложнее. Обязательно напишите. А я прощаюсь с вами до завтра. Завтра, надеюсь, уже на горнике поеду кататься. Всем пока!